Маленький бездомный щенок преследовал незнакомого мужчину на улице, и тот решил забрать его к себе домой. Однако новоиспеченный хозяин еще не догадывался, что приютил он вовсе не собаку. Когда Стэнли возвращался домой из магазина, проходя мимо парка, за ним увязался маленький щенок. Мужчина его сразу заметил. Этот малыш, щенок, бежал и пытался понюхать содержимое пакета. Стэнли понял, что питомец голоден, и остановился, чтобы его покормить. Стэнли достал несколько ломтиков бекона и угостил маленького преследователя. Щенок с большим удовольствием съел угощение. Но ему, вероятно, этого было мало, поэтому щенок, недолго думая, продолжил свой путь за незнакомцем. Щенок следовал по пятам за Стэнли, не отставая. Стэнли думал, что малыш наестся и отстанет от него, но не тут-то было. Щенок все равно шел за ним. Увидев такое упорство и наглость характера, мужчине ничего не оставалось, как просто взять и забрать щенка к себе. Стэнли посчитал, что если щенок сам именно его выбрал на роль любимого хозяина, то так тому и быть. Малыш-щенок был настолько милый, что за то время, пока они шли до дома, Стэнли почувствовал, как быстро они с щенком подружились. Подойдя к дому, Стэнли дружелюбно открыл калитку своего дома и впустил Ричи, так позже он назвал щенка. Ричи радостно забежал на лужайку, сел возле крыльца дома и стал вилять хвостиком, показывая таким образом, как он рад и счастлив. Так у мужчины появился домашний питомец, который сам выбрал себе хозяина. Прошло несколько месяцев, с тех пор, как Ричи жил в Айстенли. Сначала все было хорошо. Щенок был таким, как и все остальные щенки. Ричи, как и остальные, играл с игрушками, бегал часами напролет, проявлял интерес к окружающему миру. Но, когда Ричи исполнилось примерно полгода, он стал гиперактивным, на прогулках его невозможно было удержать на поводке, а по отношению к другим собакам он проявлял нехарактерную агрессию. Отказывался есть корм. Такое поведение не на шутку стало тревожить Стэнли. И он отвез Ричи к ветеринару, где все в итоге и выяснилось. Увидев Ричи, ветеринар побледнел и срочно вывел Стэнли из процедурной за дверь. Там он сказал, что мужчина приютил вовсе не дворовую собаку, а самого настоящего дикого зверя – волка. Ветеринар объяснил, что именно поэтому животное стало себя так вести. Все говорило о том, что его дикие инстинкты стали просыпаться. Стэнли был ошарашен этим известием. Неужели он мог спутать щенка с волчонком? Однако ветеринар сказал, что маленькие волчата такие же, как и щенки, и что на вид они практически все одинаковые. Особенно, если сравнивать с бесподобными собаками. В конце концов, волки – это предки собак, а когда Ричи стал жить со Стэнли, то он уже к нему настолько привык, что и не замечал никаких странностей во внешнем виде питомца. К сожалению, оставить дома дикого зверя было нельзя. Ричи должен жить на воле, в естественной среде обитания, да и опасно жить с диким зверем. По соседству. Стэнли было очень грустно прощаться с Ричи, но его успокаивал тот факт, что он помог одинокому и заблудившемуся зверьку выжить. Теперь он мог самостоятельно жить в заповеднике с другими волками, куда его и отвез Стэнли. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.